Как вырастить мужчину, как так его воодушевлять, чтобы он финансово развивался, как быть его музой, как его питать своей женской энергией, чтобы он на этой женской энергии вырос. Сегодня очень много про это говорят, но давайте я буду с вами честной. Мне самой была очень интересна эта тема, потому что если такой способ существует, чем-то так сильно напитать мужчину, чтобы он богател, и вы вместе жили счастливо, катались на яхтах, летали на частных самолетах, то я тоже хочу знать этот способ. Естественно, я интересовалась этим и разнюхала, узнала все скрытые подводные камни в этой теории. И сейчас в этом ролике я готова поделиться с вами этим. Напомню, что я клинический психолог. При этом я очень люблю настоящую эзотерику, настоящую, которая действительно помогает в жизни, а не которая питает человеческие иллюзии. Поэтому я люблю нырять в эзотерику и делить зерна, семена истины от фальшивых заблуждений и от того, где людям дурачат голову. Поэтому я в этой теме разобралась, готова с вами поделиться. Прежде чем продолжим дальше, у меня к вам маленькая просьба. Нажмите, пожалуйста, подписаться на канал и колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества людей, ведь маленькое такое простое ваше действие поможет этому ролику попасть в рекомендованное YouTube. Итак, как же вырастить мужчину, как же так его напитать, чтобы он богател? Сразу перехожу к ответу на этот вопрос. Честно, никак. Почему люди очень клюют, почему женщины очень клюют на эту идею? Дело в том, что мы откликаемся на это. Мы хотим вырастить мужчину, женщины, из нашей детской части. У нас в каждом живет детская часть. В детской части часть нашей личности. Это из транзактного анализа теория Эрика Берна. Вот это наша детская часть личности, в ней мы хотим быть волшебниками. Мы хотим управлять миром, мы хотим, чтобы у нас была волшебная палочка, и мы могли повелевать кем-то, управлять. Это одна часть, почему люди воодушевляются так, когда слышат этот миф. Есть вторая часть очень важная, почему мы на это реагируем. Дело в том, что очень многие из нас, практически все, в детстве росли по принципу спасательства своих родителей. Когда мы в детстве видели, что наши родители с чем-то не справляются, любой ребенок включался в роль спасателя. Мама, папа, я вас так сильно люблю, потому что я без вас не выживу, я маленький, что я готов спасать вас. Из-за этого большинство из нас выросли взрослыми, практически каждый имеет эту часть, травмированную немного, где мы берем на себя слишком много ответственности. Нам кажется, что если кому-то рядом с нами плохо, то это мы виноваты в этом. Если мужчина рядом с нами вдруг беднеет, то это мы в этом виноваты, женщины. Девочки, женщины, любимые мои, расслабьтесь. Вы не Бог, вы не волшебница. Никакой мужчина рядом с вами не разбогатеет, если он сам этого не захочет. Почему какой-то мужчина развивается и богатеет? Потому что он имеет четкое желание, и на этой энергии желания он действует, потому что он не просто желание имеет внутри эту энергию, он ее реализует, он конкретно физически что-то действует, он хочет, он идет и добивается. И ваша задача на пути просто не мешать ему, не быть женщиной-пилой-занозой, не пытаться из добытчика, который идет и зарабатывает деньги, и при этом, может быть, поздно возвращается домой, не делает каких-то домашних дел по дому, не помогает вам, не пытаться сделать из него наоборот домашнего мужчину, который будет брать на себя часть женских функций. Ваша задача простая, чтобы не препятствовать этому процессу. То есть ваша задача не растить его, черт побери, а не препятствовать ему делать то, что он хочет, при условии, если он хочет. Как не препятствовать? Не делать из него женщину дома. Давать ему делать мужскую часть вашего совместного быта, жизни, зарабатывать деньги, добывать их, решать какие-то мужские вопросы. И не догружать его женскими делами. Не ожидать от него, что он будет воспитателем вашим детям, совместным вашим детям. Он может быть им, если захочет. Не ожидать от него завтраки в постель. Он может их делать, если хочет. Не просить его стирать за вас вещи или мыть посуду. Он может это делать, если хочет, но вот я, например, еще и за то, чтобы как-то
договориться, чтобы он перестал этого хотеть, чтобы он не делал домашние дела. Ваша задача не мешать ему быть мужчиной, не разрушать то, что идет само, при условии, если оно идет само, из него мужское. И если ваш мужчина в какой-то момент перестал желать делать эти мужские дела, добывать, завоевывать, богатство приносить домой, чтобы вы их вместе тратили, то что тогда? Как вы думаете, почему? Почему мужчины иногда перестают этого хотеть? Все достаточно просто. Мужчина, он живет такой волной. У них мышление совершенно не такое, как у нас. Мы, женщины, мы больше про то, чтобы сохранить, взять, взрастить какую-то идею, дать ей пространство реализоваться. Мужчина, он живет из стратегии постоянно искать смыслы. Если сегодня ваш мужчина не видит смысла идти и добывать что-то, он и не идет, и не добывает. Эти смыслы он может просто не находить. Может быть, он их находит, но у него какие-то препятствия на пути. Может быть, ему нужен психолог, но не ваша задача его туда пихать. Он должен, выгонять его так ногой, иди туда к психологу. Его задача самого этого захотеть. То есть вы не сможете сделать так, чтобы он захотел чего-то, чего он не хочет сегодня. Но если он хочет, вы можете просто не мешать ему, и тогда он все сделает сам. Не делать из него девочку, женщину. Поэтому отделяем ценные зерна от мусора. Вы не можете вырастить мужчину финансово, не можете его никак напитать. Вырастить, напитать – это значит как мамка, активные действия. Нет, это миф. Ничего вы не вырастите, вы не царь и бог, вы не мама его, вы не волшебница, у вас нет волшебной палочки, не зависит от вас его желание это все сделать. Но здесь есть маленькое зерно ценное. Не мешать. Если в нем зарождается какой-то интерес, идти по-мужски что-то делать, творить, создавать, зарабатывать, брать, отбирать, может быть, у кого-то, то ваша задача просто здесь не мешать ему реализовать. Но если вы живете в отношениях долго и видите, что в какой-то момент ваш мужчина потерял эти смыслы, и он уже не хочет идти в мир и быть там воином-завоевателем, его уже ничего не интересует, кроме дивана, пива или рыбалки, потому что рыбкой сегодня это не то, на что вы пришли, вам не такой добытчик, наверное, нужен, вы не хотите есть одну рыбку целыми днями, то смотрите на ситуацию честно. Либо любите его таким, какой он есть, и в горести, и в радости, либо если вы не можете принять эту часть, это его проявление сегодняшнее, честно уходите. Либо принимайте и находите способ любить его таким, потому что помните, это мужчина живет волнами. Может быть, он завтра найдет смысл в чем-то, загорится, какая-то идея придет его в голову, или его пригласят в какой-то проект, и он почувствует снова вот это вот мужское желание идти и добывать. И тогда у вас снова будет классный добытчик, а может быть и нет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет полезно получить вашу обратную реакцию. Если у вас есть вопросы, задавайте их внизу под роликом, в комментариях. Прихожу в комментарии, стараюсь отвечать на ваши вопросы. И до встречи на этом канале. Пока-пока.